Всем привет, меня зовут Катя, и я рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу открыть новую рубрику, посвященную профессиям. И начать я хочу с медработника. Я уверена, среди ваших родственников и друзей есть медсестры, врачи, и думаю, им будет очень приятно получить подобный подарок. Подставку делаю из пластиковой крышки от 5-литровой бутылки. Прокалываю горячей иголкой отверстие на расстоянии по 1,5 см от центра. Также вырезаю 2 одинаковых кусочка картона и прокалываю отверстие на том же расстоянии. Я буду делать ноги из бамбуковой шпажки. Можно использовать зубочистки или толстую проволоку. Теперь приклеиваю картонные заготовки, чтобы зафиксировать ноги в одном положении, и они не разъезжались. С верхней заготовки срезаю острые углы, для того, чтобы они не прорывали фольгу. Теперь можно формировать фигуру из фольги. Лучше сделать ее более плоской. Учтите, что прибавится еще и слой пластилина. Для того, чтобы легкий пластилин лучше ложился на фольгу, я немного разбавила его водой и клеем ПВА. Теперь наношу его тонким слоем на фольгу. Вместо этого можно оклеить фольгу салфетками. После того, как нижний слой пластилина высох, начинаю формировать обувь и брюки. Не забывайте, что пластилин очень быстро сохнет, и нужно брать только небольшую часть, которая необходима вам для работы. И из-за того, что пластилин быстро сохнет, получаются видные стыки, которые можно разгладить, смочив руки водой или клеем ПВА. Не обращайте внимания на цвет халата, у меня просто закончился белый пластилин. Хотя если в такой светло-салатовый цвет домешать немного синего, получится как раз цвет хирургического халата. В вырезе халата делаю ворот рубашки. Для получения телесного оттенка смешала персиковый, немного желтого и коричневого цвета. Но не будет же врач стоять с пустыми руками, будет держать в руках папку. Вырезала ее из фоамирана. Ну и, конечно же, одеваем ему маску. Немного сглаживаю края, чтобы она плотнее прилегала к лицу. Из черного пластилина делаю волосы. Приклеиваю небольшой кусочек и вытягиваю отдельные пряди зубочисткой. Галстук решила сделать в цвет брюк, чтобы фигурка не была слишком пестрой. Все-таки врач серьезная профессия, и слишком много цветов в его костюме считаю неуместным. Когда рукава немного высохли, вклеиваю ладошки. Можно дать ему в руки еще какой-нибудь предмет, но я посчитала, что и папки будет достаточно. Покрываю подставку тонким слоем пластилина. Это не обязательный шаг, можно просто ее покрасить или использовать в качестве подставки кусочек дерева или спил. Теперь крашу халат матовой акриловой краской. Я к белому цвету добавила капельку коричневого и желтого. Мне кажется, такой цвет смотрится более красиво, чем просто белоснежный. Но опять же, это на ваше усмотрение. Краску наносила в 2 слоя. Остальные элементы одежды и волосы покрыла лаком, в который добавила капельку этой же краски. Так как у меня был только глянцевый лак, а мне не хотелось сделать фигурку слишком блестящей.
Покрыла подставку вторым слоем пластилина и делаю насечки металлической линейкой, имитируя кафельный пол. Для большей солидности одену доктору очки. У меня это самая тоненькая проволока 0,3 мм, поэтому я сначала скручиваю ее вдвое, чтобы она лучше держала форму, и оборачиваю вокруг кисточки. Прокалываю отверстия под волосами и вправляю туда дужки. Из той же проволоки скручиваю стетоскоп или фонендоскоп или стетофонендоскоп. Знаю, что разница есть, но в чем не знаю. Так что если вы знаете, поделитесь своими знаниями в комментариях. Скручиваю сначала небольшую рогатку и на концах креплю небольшие пластилиновые шарики. И покрываю всю фигурку прозрачным лаком. Чтобы подчеркнуть рельеф, нанесла бирюзовую краску полусухой кистью. И приклеиваю стетоскоп на клей ПВА в том месте, где есть пластилин. Так он будет более надежно держаться, чем просто приклеенная проволока. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк, а в комментариях пишите заявки, какие профессии вы бы еще хотели увидеть. Подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями.